Итак, мы с вами делаем первую лабораторную работу в этом году, поэтому давайте вспомним, какие требования предъявляются к оформлению лабораторной работы. И для того, чтобы мы не забыли этого, открываем тетради для лабораторных работ на последней страничке. И то, что в прошлом году мы записывали, давайте еще раз воспроизведем. Какие составные части должны входить в отчет по лабораторной работе? Пишем. Первое. Тема. Второе. Цель. Третье. Оборудование. В скобочках приборы и материалы. Третье. Оборудование, то есть приборы и материалы. Приборы и материалы. Четвертое. Краткая теория. Краткая теория. То есть, если вы измеряете какую-то величину, вы должны описать ее физический смысл, от чего она зависит, каким образом можно эту физическую величину измерить различными способами. Это входит в краткую теорию. Затем ход работы. Ход работы. В ходе работы мы описываем наши действия. Причем, если у вас есть инструкция к лабораторной работе, там написано сделать, взять то-то, измерить то-то, записать то-то. Вы не пишете в повелительном наклонении, а вы пишете: мы взяли, допустим, какой-то прибор и произвели с ним такие-то действия. То есть вы описываете то, что вы реально проделывали. После того, как вы написали ход работы, в конце, а можно, кстати, не обязательно в конце, можно в серединке, это зависит от того, какова логика изложения, можете привести таблицу. Таблица с результатами измерений. Она обязательно должна быть. Значит, пишем, сюда входит таблица с результатами измерений. Таблица с результатами измерений и подстановка чисел, то есть величин, в рабочие формулы. И подстановка чисел в рабочие формулы, чтобы было видно, если что-то не получилось, в чем ошибка. То ли неправильная формула, то ли неправильно подставили числа, то ли неправильно подсчитали. Значит, таблица с результатами измерений и подстановка числовых значений или просто чисел в рабочие формулы. Да. Рабочая формула выводится в краткой теории. В краткой теории вы описываете метод измерений и каким образом можно обработать результаты этих измерений. И, наконец, после того, как вы описали ход работы, следующий пункт, какой он у нас по счету? 6-й пункт. Обсуждение результатов, запятая, выводы. Обсуждение результатов, запятая, выводы. Обсуждение результатов, выводы. Кроме того, могут быть какие-то дополнительные задания или контрольные вопросы. Если есть в инструкции к лабораторной работе контрольные вопросы, то на них нужно будет ответить. Если в инструкции, или не обязательно в инструкции, вот сегодня у нас не будет инструкции, если предусмотрено также какое-то дополнительное задание, то это дополнительное задание вы тоже в самом конце описываете в своих отчетах. Вот это у нас будет стандартный набор требований к лабораторным работам. А теперь открываем тетрадь для лабораторных работ на первой странице и пишем сегодняшнее число, 10 сентября, лабораторная работа номер 1. Лабораторная работа номер 1. Тему я запишу, а дальше я уже часть буду диктовать, а часть писать на доске. Тема лабораторной работы – определение коэффициента ослабления гамма-излучения. Определение коэффициента ослабления
гамма-излучения различными материалами. Определение коэффициента ослабления гамма-излучения различными материалами. Это тема. Старайтесь писать сразу аккуратно, старайтесь тему выделить либо цветом, либо подчеркиванием, для того, чтобы ваш отчет выглядел нарядно, чтобы его приятно было читать. И не только Павлу Андреевичу, а может быть кому-нибудь еще. Далее. Цель работы. Определить, во сколько раз цель работы. Определить, во сколько раз ослабляется мощность дозы, во сколько раз ослабляется мощность дозы гамма-излучения, мощность дозы гамма-излучения различными материалами, во сколько раз ослабляется мощность дозы гамма-излучения различными материалами при помощи дозиметра. Во сколько раз ослабляется мощность дозы гамма-излучения различными материалами при помощи дозиметра. При помощи дозиметра. Есть. Дальше оборудование. Ну что нам нужно для выполнения работы? Дозиметр. Вот он. Правда, он называется не дозиметр, а индикатор радиоактивности. Но это связано с тем, что это не профессиональный научный прибор, это бытовой прибор, поэтому точность, с которой он работает, не такая высокая, как у профессиональных измерительных приборов. Кстати, вот это дозиметр. А если вы читали инструкцию, читали то, что было задано на дом, там еще есть такое понятие, как радиометр. Какая разница между радиометром и дозиметром? Кто-то может сказать? Ну, наверное, дозиметр – это общее название многих приборов. А радиометр? Который именно отдельное излучение. Нет, ребята, радиометр измеряет активность радиоактивных образцов. А дозиметр измеряет либо дозу, либо мощность дозы. Значит, радиометр измеряет активность, а дозиметр – мощность дозы. Как правило, мощность дозы, хотя есть дозиметры, которые измеряют и саму дозу. Вот это дозиметр, который измеряет мощность дозы. Он проградуирован в зивертах в час. Я покажу его крупно. Итак, дозиметр. Далее, поскольку мы с вами будем измерять ослабление гамма-излучения, нам нужен источник гамма-излучения. Значит, вот источник гамма-излучения. Это отцарапанный циферблат старых часов, которые когда-то были дома у кого-то. Раньше светящиеся стрелки часов и циферблаты делали с помощью радиоактивного препарата, который добавлялся в люминофор, вещество, которое светится под действием радиоактивного излучения. Это слабый очень препарат. Мы сошкрябали, сцарапали этот слой светящийся и поместили его вот сюда. Вот эта стальная трубочка. И с обеих сторон заткнули пробкой. Далее, значит, источник гамма-излучения. Ну, вы прекрасно понимаете, что здесь есть и альфа, и бета, и гамма-излучение, но поскольку все это находится внутри металлической трубки, довольно толстые стенки у нее, то ослабляется и бета-излучение, и альфа-излучение. Наименьшей проникающей способностью обладает альфа, чуть лучшей бета, поэтому отсюда выходят только гамма-лучи. Далее,
Для того, чтобы выполнять измерения, нам нужны различные образцы материалов. У нас будет образец дерева, деревянный брусок. Мы будем изучать ослабление гамма-излучения при прохождении через алюминий. Алюминиевый, это от гирек, набор школьных гирек. Алюминиевый образец. Алюминиевый образец. И свинцовый аккумулятор, который используется в источниках бесперебойного питания. Свинцовый аккумулятор. Свинцовый аккумулятор. Кроме того, для того, чтобы контролировать процесс измерений, нам понадобится линейка. Вот и все. Такое оборудование нам понадобится. Теперь нам необходимо сконструировать экспериментальную установку. Все, что вы сейчас записали в вашей тетради, запишите и закройте тетради. У вас у каждого есть листочки чистой бумаги, мы будем называть их рабочими листками. И сейчас мы с вами сконструируем измерительную установку. Итак, для того, чтобы определить коэффициент ослабления, прежде всего нужно знать, что это такое. Что мы назовем коэффициентом ослабления гамма-излучения? Что это за физическая величина, как вы думаете? Пожалуйста, Саша. Возможно, изменение энергии гамма-кванта. О, нет. Гамма-квант ведет себя очень интересно. Он или весь поглощается, или практически не изменяется. Правда, есть тонкие эффекты, называется эффект Комптона, при котором чуть-чуть происходит изменение параметров гамма-кванта. Но на самом деле будем считать, что гамма-квант либо исчезает, поглощаясь в веществе, либо пролетает без изменений. Если гамма-квант пролетает, не меняя своего направления, то он абсолютно остается неизменным. Чтобы у него характеристики поменялись, он должен хотя бы чуть-чуть отклониться, рассеяться. Ребята, коэффициент ослабления показывает, во сколько раз уменьшается мощность дозы излучения после прохождения какого-либо препятствия. И поэтому мы запишем формулу, которая будет работать в качестве определяющей. Коэффициент ослабления гамма-излучения, обозначим его К с индексом гамма. Это отношение мощности дозы падающего на образец излучения. Обозначим его P падающее к P прошедшее. Вот что это такое. Например, если проходит только 1/3 излучения, то есть мощность в 3 раза больше на входе, чем на выходе, то коэффициент ослабления равен 3. Все очень просто. Для того, чтобы измерить коэффициент ослабления, нам нужен прибор, который измеряет мощность. Вот он, дозиметр, он у нас есть. Источник нам нужно будет расположить на определенном расстоянии от дозиметра. Он будет создавать поток гамма-лучей. На его пути мы будем помещать различные преграды. Вот идея построения экспериментальной установки. Ну, давайте потихонечку ее конструировать. Итак. Получается, от всех приходов P падение будет падающая, это одна и та же? Конечно, да. Совершенно верно. P падающая у нас будет одна и та же. А ведь коэффициент зависит от толщины нашего образца. Да, ты совершенно прав. Поэтому я взял бруски и вот этот цилиндр алюминиевый одинаковой, видишь, толщины. Единственное, в чем разница, это аккумулятор свинцовый. Тут уже какой был, такой был. И надо сказать, что он не целиком заполнен свинцом, поэтому там есть промежутки, в которые заливается электролит, но все-таки это свинцовая какая-то преграда. Поэтому наши измерения, естественно, будут не очень строгими. Так, Игорь. Коэффициент зависит от того, где именно относительно друг друга расположены преграды? Ну, относительно дозиметра. Источника? А как вы думаете? Ну, да, если они будут в другой комнате. Не, ну если они будут в другой комнате, то просто излучение не дойдет. Если у нас мощность падающего излучения, например, уменьшится в 2 раза, как вы думаете,
что будет с мощностью прошедшего излучения? Оно тоже уменьшится в 2 раза. И это отношение останется тем же самым. Поэтому не имеет значения, какой у нас источник, мощный или маломощный. Хорошо. Итак, между источником и дозиметром нам надо располагать преграду. Источник мы с вами укрепим на штативе. Дозиметр поместим на такую вот подставочку. И давайте посмотрим крупнее на все это, для того, чтобы вы потом смогли нарисовать схему установки. Вот. Значит, вот вы видите дозиметр, вот вы видите источник. Теперь мы будем помещать сюда различные преграды. Для этого, например, возьмем вот такую подставочку и будем сюда ставить деревянные преграды, вот такие, алюминий и свинец. Но сначала давайте расположим чувствительный элемент дозиметра на расстоянии, строго фиксированном от источника. Для этого посмотрим, а где там чувствительный элемент. Вот там за решеткой находится счетчик Гейгера. Кстати, как работает счетчик Гейгера, естественно, нужно будет написать в краткой теории. Итак, счетчик Гейгера находится вот здесь. Ось счетчика где-то в сантиметре от края дозиметра. Поэтому отступаем приблизительно 1 сантиметр от края, вот так, и устанавливаем расстояние до оси источника в 10 сантиметров. Вот где-то так. О. И это расстояние будем поддерживать неизменным. Вот так. И, например, поставим сейчас деревянную преграду. Измерять пока не будем. Вот так. Расстояние 10 сантиметров. Расстояние от источника до дозиметра у нас 10 сантиметров. Поставили вот такую преграду. Пожалуйста, посмотрите внимательно на эту установку. Сейчас я еще раз покажу ее крупным планом. И наметьте рисунок. Рисунок измерительной установки у вас обязательно должен быть в отчете. Не нужно сейчас рисовать красиво. Нарисуйте на бумажке как-нибудь, чтобы потом по памяти вы могли аккуратно воспроизвести этот рисунок в ваших отчетах. Вот запоминайте, как это все выглядит, и просто набросайте какой-то простейший рисунок. А теперь обратимся к дозиметру. Убираем преграды и включаем дозиметр. Сейчас он сразу начнет показывать повышенную радиацию, как только он начнет считать, потому что он находится в непосредственной близости от источника. Здесь вы можете видеть 2 столбика. Левый, пока он заполняется, происходит одно измерение. Правый заполняется медленно. Здесь каждый раз столбик увеличивается примерно на 1/10, по-моему, при прохождении одного измерения. То есть прибор производит многократное измерение. Это необходимо для повышения точности. И вот вы видите, уже прибор показал повышенный радиационный фон. Это естественно, потому что рядом находится источник гамма-лучей. А теперь сделаем вот что. Начнем наше измерение с того, что измерим радиационный фон, естественный радиационный фон. Убираем подальше источник. Убираем его подальше и выключаем дозиметр. И заново его включаем. Сейчас источник радиоизлучения, радиоактивного излучения далеко, поэтому дозиметр покажет естественный радиоактивный фон. Запускаем измерение. Это занимает довольно много времени, поэтому можете пока что дорисовать экспериментальную установку, а я сотру с доски.
Кстати, а о мощности какой дозы мы с вами говорим сегодня? О мощности поглощенной дозы или о мощности, как она называется, эффективной дозы? Эффективной, потому что дозиметр проградуирован в микрозивертах в час. Итак, измерение идет, где-то прошла уже четверть измерений, а мы напишем уровень естественного фона. Уровень естественного фона. Обозначим его P с индексом F. P с индексом F. Так, измерение еще продолжается. Надо сказать, что наш лицей сделан из ракушечника, поэтому естественный радиоактивный фон у нас в кабинете даже ниже нормы, то есть ниже нормативов. А нормальным фон считается от 0,12 до 0,15 микрозиверта в час. А у нас, видите, 0,08, 8 сотых. Ну пусть пока накапливаются результаты измерения. Если он пошел по второму кругу, значит, это уже можно считать достаточно точным значением. Действительно, он, видимо, пошел по второму кругу. Ну, давайте запишем 0,07 микрозиверта в час. 0,07 микрозиверта в час. 0,9, да? Ну, тогда, можно подождать. Давайте уже дождемся. Пусть прокрутится весь круг. О, видите, 0,11. Надо все-таки дожидаться, пока полностью завершится измерение. Норма. Так, ну что, 0,12, значит, подправляем, записываем 0,12. Как раз норма. Хорошо. Теперь... 12. Уже пишем 0,12. Теперь давайте разместим радиоактивный образец на стандартном расстоянии 10 сантиметров от прибора. Прибор выключим. Поместим образец вот так. И измерим расстояние. Отложим 10 сантиметров. Вот так. И измерим расстояние 10 сантиметров между осями. Вот так. И измерим теперь уровень, который покажет дозиметр. И то, что покажет дозиметр, будет не просто мощность излучения источника. Это будет мощность источника плюс мощность фона. Об этом надо помнить. Итак, включаем прибор. Был радиоактивный фон. Он вот 12 микрозиверт в час. А теперь измеряем уже источник, мощность источника. Пишем мощность источника. Источник без учета фона. Источник без учета фона. Андреевич, а можно написать сразу, что это мощность естественного фона плюс мощность... Можно, да. Но нам для измерений нужна будет мощность именно без учета фона. Фон надо будет высчитать. Итак, обозначим эту мощность, например, P0. P0 равняется. Ждем.
А ты можно равняется P падение. Можно так написать. Но надо перед этим вычесть фон. Это не P падение. P падение – это P нулевое минус P фона. Пока происходит измерение, давайте заготовим таблицу. Эта таблица будет состоять из 4 колонок. И из 5 строк. 4 колонки. Первую чуть-чуть пошире, остальные можно чуть-чуть поуже. Вот такая таблица. В первой колонке мы будем писать слово «преграда». Преграда. В первой колонке пишем слово «преграда». Во второй колонке пишем P. Это будет у нас показания прибора, показания, которые мы сейчас будем считывать с прибора. Вот, например, сейчас прибор показывает 0,87 микрозивертов в час, и это уже полностью измерение проведено. Значит, без учета фона P нулевое 0. Все 0,85. Ну, напишем, сколько было. 0,87. Так? Дальше. Продолжаем заполнять таблицу. А прибор выключаем. Это опять-таки индикатор, поэтому точность у него не очень высокая. Далее. Для того, чтобы записать P падающее, нам надо вычесть из показаний прибора уровень фона. Пишем P минус P фона. Павел Андреевич, а P нулевое это P? P нулевое – это показания прибора для разных случаев. В нашем случае, когда нет никакой преграды, это P нулевое. Поэтому смотрите, что я сразу могу сделать. Ставлю здесь прочерк, преграды никакой нет. И пишу здесь P нулевое равняется, сколько у нас там было? 0,87. 0,87. И тут рядом с P напишем микрозивертов в час. И здесь тоже микрозивертов в час. Да. И тут нужно написать микрозивертов в час. Вот так. Теперь мы это все пока не меняем, не заполняем. А здесь мы запишем коэффициент ослабления К гамма. Теперь Нам не нужна будет толщина? мы только упомянем ее. То есть она влияет на коэффициент ослабления, но мы упомянем ее. Так. Пишем P нулевое. Пишем, да, потому что оно будет у нас участвовать в вычислениях. Сейчас ты увидишь, как мы будем оформлять наши данные. Так, теперь смотрим, что мы делаем. На пути гамма-излучения мы помещаем древесину. Древесина, толщина образца древесины, запишите себе, 4 сантиметра. И пишем здесь древесина. И снова включаем дозиметр. Какая толщина? 4 сантиметра. Включаем дозиметр и измеряем. Сейчас запустим его на измерение. Так, вперед. Для того, чтобы нам было удобнее наблюдать, сделаем вот так. Темное дерево. Вот. Пусть работает. Следующей преградой будет алюминий. Толщина тоже 4 сантиметра. Запишите себе. Толщина и древесины, и алюминия 4 сантиметра.
Пока идет измерение, заодно мы можем измерить и толщину аккумулятора свинцового 6 сантиметров. Запишите себе. Хотя это и никак не войдет в расчеты, но нужно записать. Такс. А я же вам в самом начале показывал, что они одинаковой толщины, поэтому 4 сантиметра даже без измерения. Да, Рома? Коэффициент ослабления – это характеристика тела. Это характеристика тела, конечно. Очень правильное замечание. Коэффициент ослабления – это не характеристика вещества, а характеристика тела. А вы знаете, какой может быть характеристика ослабления телом именно веществом? Есть такая величина – толщина слоя половинного ослабления. Это толщина слоя, на котором гамма-излучение или другое излучение ослабевает в 2 раза. Толщина слоя половинного излучения. Итак, измерение подходит к концу. Видите, уже столбик почти заполнился. И мы получаем где-то 0,71. Записываем. Это уже там 0,69. Ну вот измерение закончилось. Пишем 0,69. Значит, древесина 0,69. Здесь букву уже писать не надо, потому что это не показания прибора при отсутствии преграды, а показания прибора при наличии преграды. Выключаем дозиметр. Убираем дерево. И вместо дерева помещаем на пути потока гамма-лучей против счетчика Гейгера помещаем алюминий. И снова включаем измерительную систему. Так, прибор готов к измерениям. Запускаем. Пока прибор измеряет, давайте выведем формулу, которая позволит нам рассчитывать коэффициент ослабления. Смотрите, падающая мощность – это мощность на входе, то есть это P минус P фона. Показания прибора с учетом фона минус мощность фона. Значит, в качестве P падающего мы можем написать P падающее равняется P нулевое минус P фона. P нулевое мы знаем, P фона мы тоже с вами записали. Дальше. А мощность прошедшего излучения как будет вычисляться? Показания прибора, которые вместе с фоном формируются, минус фон. P минус P фона. Тогда коэффициент ослабления гамма-излучения К с индексом гамма равняется дробь в числителе P падающее P нулевое минус P фона делить на P минус P фона. Вот это будет рабочая формула, с помощью которой мы будем определять коэффициенты ослабления. Павел Андреевич, Да. а в 4-й колонке первой строке можно прочерк поставить? Здесь, конечно. Здесь прочерк. Так, измерение почти завершилось. Да. Можно. А у воздуха же тоже есть коэффициент ослабления. Конечно. Например, альфа-частицы пролетают в воздухе в среднем где-то порядка, там, зависит от энергии, порядка 10 сантиметров. Но гамма-излучение прошивает воздух практически без ослабления. Так, ну что, измерение закончилось. 0,65. Выключаем прибор. Это алюминий. Алюминий 0,65. Вы видите, что алюминий ослабляет гамма-излучение немножко лучше, чем древесина. И, наконец, помещаем теперь, убираем вот эту преграду, помещаем сюда по дороге потока гамма-лучей, помещаем свинец. Включаем прибор. Чуть-чуть его разместим так, чтобы было лучше. И ну вот.
немножко. Если руку поставить, гамма-лучи спокойно пройдут через руку. Рука – это органика. Она по своему составу, конечно, не по точной, по молекулярному составу, но ближе всего к древесине. Так, начинаем измерение. Толщина свинцового аккумулятора 6 сантиметров. Итак, свинец. Но помните, что в аккумуляторе не все пространство заполнено свинцом. Можно теперь уже нижнюю часть таблицы подчеркнуть. И остается дождаться показаний приборов. Уже можно сказать, что свинец эффективнее всего ослабляет гамма-излучение. Сейчас как раз у нас стоит свинец. Павел Андреевич, но ведь там же еще электролит. Правильно, я уже говорил вам, что у нас свинец не полностью заполняет пространство. Можно попробовать в качестве преграды использовать воду. Просто наше время ограничено, и поэтому мы не можем все попробовать. Но вода ослабляет примерно так же, как древесина. Измерение почти завершено. Еще одно измерение, и можно записать результат. (0,32). 0,32. Каких единиц, вы уже знаете. Микрозивертов в час. Вот так. Еще раз покажу вам крупную установку. У нас с вами осталось время, вы можете зарисовать ее в деталях. У нас осталось 3 минуты. Ну а выполнение вычислений остается вам на самостоятельную проработку. И еще дополнительное задание. Дополнительное задание. Какую дозу, какую эквивалентную дозу получит исследователь? Запишите себе. Какую эквивалентную дозу получит исследователь, который в течение месяца по 8 часов в сутки носит в кармане этот, который в течение месяца по 8 часов в сутки, в течение месяца по 8 часов в сутки носит в кармане вот этот использованный нами радионуклидный источник. Какую эквивалентную дозу получит исследователь, который в течение месяца по 8 часов в сутки носит в кармане вот этот источник? Значит, понятно, что расстояние принять нужно такое, как было там. То есть считать расстояние от источника до исследователя 10 сантиметров. С сопротивлением, поглощением в кармане пренебрегать. Тонкий слой ткани, не берите такой же, то есть источник тот же самый считать. И оцените, значит, посмотрите дома в учебник и оцените, опасна ли эта доза для здоровья исследователя. Месяц 30 дней. В месяце 30 дней. Так, все. Дорисовываем установку. Урок окончен. Дозиметр бытовой, да. Надо измерять радиоактивность или для чего? Нет, этот прямо не измерит, потому что, до свидания, потому что это не радиометр, а дозиметр. Он может
измерить дозу, которую ты получишь, съев бананы. Но дело в том, что это такая маленькая доза, что этот прибор ее просто-напросто не почувствует.